Чтобы комфортно продолжить работы в санузле и не повредить уложенные на полу трубы, нужно залить стяжку. Это будет следующим логическим действием нашего ремонта. Начинаю с установки закладных под маяки. Высоту полов заранее вымеряю с учетом всех слоев. Базовая стяжка, гидроизоляция плюс защитный контактный слой, нагревательные маты плюс стяжка, которая перекроет их, ну и раскладка настенной плитки. Короче говоря, вывожу полы в необходимый уровень для корректных примыканий швов, настенной плитки и сантехники. Закладные выставляю строго по лазеру. Вспомогательным инструментом является угольник со встроенным уровнем. С его помощью я полностью контролирую горизонталь, а дополнительный магнитный уровень, установленный на шкале угольника, позволяет контролировать вертикаль. Таким образом, закладные выставляются с максимальной погрешностью до полумиллиметра. Отверстие в полу обязательно заполняю СМ полимерным герметиком и только после этого устанавливаю дюбель. После вкручивания самореза герметик уплотняется в отверстии, и получаем абсолютно герметичное крепление. Собственно, таким образом выставляю саморезы на всей площади санузла. Именно саморез, он же закладная, задает уровень будущей стяжки. Это опора для оцинкованного маяка. Теперь устанавливаем демпферную ленту. Она необходима для компенсации тепловых расширений материала. Исключает образование трещин в стяжке, а также поглощает вибрации и шум, который передается с пола на стены. Необходим только на большом слое. При толщине стяжки 20 мм демпфер теряет смысл. А сейчас переходим к установке самих маяков. Как известно, при большой толщине раствор под маяком не держит форму. Он расползается в стороны, и в связи с этим крайне сложно зафиксировать маяк. Поэтому я решил пойти другим путем. Нарезаю газоблок шириной 30 мм и приклеиваю его к полу на быстротвердеющую смесь Литоплан Rapid. Высота газоблока зависит от толщины стяжки, но не более высоты закладных. То есть между блоком и маяком должно оставаться расстояние порядка 1 см. При такой высоте раствор прекрасно держит форму. Маяки также фиксирую рапидом. Попутно устанавливаю датчик температуры для теплого пола. Чтобы датчик корректно считывал температуру пола, поднимаю его максимально к поверхности, где будут расположены маты, но не выше плоскости будущей стяжки. Оставшиеся несколько миллиметров заполнит смесь и полностью скроет датчик в теле стяжки. Так как для заливки стяжки будем применять быстротвердеющие наливные полы, общую площадь пола зонирую на небольшие участки. Посредством деления пола на секции исключается проливание смеси под ноги. После полного высыхания маяков обязательно грунтую основание. Грунтовка глубокого проникновения уменьшает водопоглощение и создает необходимый микроклимат для набора прочности стяжки. Ни в коем случае не рекомендую под заливку стяжки использовать бета-контакт. Он предназначен исключительно под гипсовую штукатурку. Если стоит задача добиться высокой адгезии, то лучше для этого использовать цементную смесь и зубчатый шпатель. Я уже показывал, как это делается на примере стен. После всех подготовительных работ затворяю раствор и переходим к заливке пола. Как и с любым другим материалом, нужно соблюдать пропорции. Никакого на глазок. Буквально 100 грамм воды способны изменить консистенцию раствора и повлиять на конечный результат. Также немаловажную роль играет инструмент, которым замешивается раствор. Это должна быть не маленькая дрель или шуруповерт, а полноценный миксер с большим венчиком. И обороты невысокие, иначе смесь подхватит воздух, потом пузыриться будет. Я на своем миксере выставляю примерно 600-700 оборотов в минуту.
Начинаю с дальней секции. Наливные полы быстро твердеющие, через 4 часа по стяжке можно ходить. Это существенно облегчает рабочий процесс и позволяет выстроить последовательность действий. Пока сохнет первая половина стяжки ванной комнаты, заливаю пол в гостевом санузле. Спустя 4 часа возвращаемся в ванну и продолжаем заливку пола. Почему я использую именно наливной пол? Потому что наливной пол – это контактная стяжка, которая имеет адгезию с основанием. Полусухие стяжки не годятся под укладку плитки. Возьмите любого производителя плиточного клея. Все как один говорят, что основание должно быть прочным и устойчивым, чего не скажешь о полусухой стяжке. Вторая причина использования наливного пола – высокая адгезия к основанию без применения контактного слоя, устойчивость к растрескиванию и удобство в работе. Минимальная толщина слоя у цементной – 50 мм, а у наливного пола – 5 мм. Кроме того, допускается толщина слоя за одно нанесение от 5 до 100 мм. Просто льем в один подход, без долгих ожиданий и высыхания предыдущего слоя. И это третья причина, почему я работаю с наливными полами. В общем, со стяжкой заканчиваем. Это была базовая подготовка. Дождемся ее полного высыхания и продолжим работу с полами. Ну а пока она будет сохнуть, я займусь заделкой штроб. Для заделки штроб буду использовать литоплан Rapid. Почему Rapid? Потому что прочность выше, чем у обычных цементных смесей. 20 мегапаскаль на сжатие и 4 мегапаскаль на изгиб. Потому что адгезия с бетонным основанием 1,5 мегапаскаля, а это больше, чем у плиточного клея. И, пожалуй, главная фишка – это время схватывания раствора. 25 минут, что-то между ротбандом и алебастром. Кто работал с данными материалами, знают, о чем я говорю. Зачем для заделки штроб прочная смесь? Ну смотрите, перегородки для скрытых модулей буквально изрешечены штробами. Как думаете, нарушена целостность основания? Да, несущей способности достаточно для тех нагрузок, которые предусматривает помещение, но тем не менее. Если есть возможность хотя бы частично усилить стену, то почему бы этого не сделать? Тем более, что СНИП рекомендует заделывать штробы именно цементными смесями. И не монтажной пеной или шпатлевкой, а цементной смесью. По глубине установки получилось выставить чуть больше рекомендуемой отметки минимум, скорее ближе к середине. В общем, все как нужно. Идеальная глубина. Канализацию вывожу из стены ровно на толщину плитки. Таким образом, я исключаю подтеки за плитку, а также появляется возможность установки отражателя любой глубины, даже самого плоского. Здесь у нас спрятаны коммуникации для подключения стиральной машинки. Чтобы не повредить резьбу скрытого сифона во время заделки штроб и прочих ремонтных работ, предусмотрена вот такая защитная муфта. Затворяем раствор и потихонечку продолжаем закидывать штробы. Да здесь особо и не разгонишься. Много труднодоступных мест, к тому же смесь быстро твердеющая. Важно тщательно заполнить штробы. На крепежи особых надежд не возлагаю, они здесь скорее для временной фиксации на момент установки боксов. Все остальное должен сделать раствор. Во время заделки штроб стараюсь не выходить из плоскости стен. Я имею в виду наплывы раствора. Плитку укладываю исключительно под гребенку, поэтому для меня важен каждый миллиметр. Здесь также удалось утопить боксы на необходимую глубину, и главное получилось сделать перпендикулярно относительно плоскости. Помните, как подготавливалось основание? Без этого ничего бы не получилось. Раньше я нарочно не рассказывал про покраску в месте прокладки труб, чтобы сейчас наглядно показать. Как вы уже поняли, покраска производится только после заделки штроб.
Ну а сейчас перебираемся в гостевой санузел. Здесь также тщательно и не спеша закидываем раствор. Хоть стена и не несущая и прорезана неглубоко, около 30 мм, но все же хочется этот метр погонный восстановить. Увы, но других вариантов для прокладки коммуникации не было. Примерно полчаса и штробы готовы. А через 5 часов на такое основание уже можно укладывать плитку. Очень удобно, с этим сложно не согласиться. Сильно выручает, когда нужно быстренько установить маяки или подрозетник, или прихватить кабель в штробе. Спектр применения смеси большой. К концу фильма увидите, как еще можно применить рапид. Здесь точно так же вывожу отводы в плоскость с плиткой, как водоснабжение, так и канализацию. 13 мм – это как раз толщина плитки со слоем клея. Собственно, вот так происходит заделка штроб. Все, с этим закончили. Далее переходим к вентиляционным работам. Первым делом укрываем узел водоподготовки пленкой. Будем сверлить отверстие для вент-канала, и не хотелось бы запылить красоту. Начинаем с перегородки между ванной и туалетом. Совместно с заказчиком было принято решение сделать вытяжку в левом верхнем углу. Именно эта зона является главным источником влаги. Затем просверливаю отверстие на кухню. Далее расширяю отверстие в вент-шахте. Здесь оно уже было предусмотрено, осталось только под диаметр трубы подогнать. Хочу отметить, для каждого вентилятора будет проложен отдельный канал от шахты. Это обусловлено потерей тяги и сопротивлением потоков воздуха при работе 2 или более вентиляторов одновременно. Всего таких в ванной будет 3. Ванная комната – это зона повышенной влажности, и принудительная вентиляция здесь обязательна. Теперь от вент-шахты транзитом через технический шкаф прокладываю трубу в ванную. Использование круглого канала обусловлено ограниченным пространством за канализационным стояком, где и нужно было проложить трубу. Чуть позже в технический шкаф будет проложен еще один канал для вытяжки в туалетной зоне. Для вытяжки гостевого санузла уже использовал плоский канал. Его применение также связано с ограниченным пространством короба. После построения каркаса отводы будут зафиксированы к металлопрофилю. Его монтажом сейчас и займусь. Сборку каркаса начинаю с установки креплений. В ТЦ-профиль предполагается установка застенного модуля для подвесного унитаза, а значит и нагрузка будет немаленькая. Для этого нужно обеспечить надежные крепления. Учитывая особенности газоблока, я выбираю химический анкер и шпильку. Это уже проверенный и, пожалуй, лучший крепеж для подобных задач. Крепление к полу также через химанкер. Здесь у нас проложены трассы из трубопровода, и вкрутить саморез где попало не получится. Можно делов наворотить. Перед сверлением пола нужно знать точное местоположение труб. Для этого и делаются замеры еще до заливки полов. Дальше нарезаем профиль и насверливаем отверстие для дополнительного крепления. После устанавливаю направляющие. По отвесу выставляю вертикаль и саморезами фиксирую профиль к стене. Теперь угловыми крепежными элементами соединяю профиль со шпилькой. Данное крепление будет нести основную нагрузку. 4 таких уголков на высоту 265 см более чем достаточно. Кстати, шпильку используют только из нержавейки. На углеродках срывается резьба, не советую. Аналогичным способом производим монтаж на полу.
Направляющие на месте, периметр завязан. Это, так сказать, база, от которой я отталкиваюсь. Далее начинаем творить. И вот только сейчас, после установки направляющих, прокладываю вент-короб для вытяжки в зоне туалета. Площадь ванной довольно-таки большая, и я решил разделить ее на зоны, которые требуют вентиляции. Одной вытяжки над ванной маловато. Сам вент-короб проложен к отдельному каналу шахты, а значит, будет работать без потери тяги. Для вентилятора будет установлен отдельный беспроводной выключатель возле унитаза. Перед построением каркаса для канализационной трубы решил сделать выправку пола. Не раз уже рассказывал вам о технологии устройства стяжки в прошлых видео. Заливку пола произвожу таким образом, чтобы смесь была примерно на 1–1,5 мм ниже маяков. С первого раза идеальную плоскость не вывести, как ни крути. Хуже, когда стяжку приходится сошлифовывать, а вот подлить и выправить по установленным маякам всегда можно. Но обязательно нужно дождаться полного высыхания стяжки. Перед выравниванием обеспыливаем и грунтуем пол. После высыхания грунтовки разводим жиденький раствор и делаем выправку. Дело не пыльное и много времени не занимает. Просто стягиваем смесь по выступающим из стяжки маякам. Буквально часик работы и полы в нолях. Для выправки пола использую Литоплан Rapid, так как эта смесь предусматривает нанесение слоя от 1 мм без потери прочностных и адгезивных свойств. И, кстати, плоскость – это не единственная причина, по которой производится выправка пола. На шероховатом цементном основании латексная гидроизоляция куда лучше держится, нежели на гладком наливном полу. А гидра здесь нужна. Помните? Еще в начале ремонта я вам рассказывал, из чего состоит устройство пола. Так вот, как раз после построения коробов на это основание должна наноситься обмазочная гидроизоляция. Вот теперь можно заняться монтажом инсталляции для унитаза. Начну с установки отвода и подсоединения гибкой подводки внутри бачка. Затем устанавливаю модуль в направляющий профиль, фиксирую защелками, после чего выставляю высоту и при этом соблюдаю уровень. Инсталляция должна быть установлена без отклонения от вертикали. Далее устанавливаем горизонтальную направляющую и крепим раму к профилю. Для этого сбоку рамы уже предусмотрены пазы, в которые просто вставляем уголок и соединяем с профилем. По сути, инсталляция и ТЦ-профиль – это единая система, только артикулы разные. 9300-30. Оставлю артикул на случай, если затруднитесь с выбором. Это самая универсальная и часто используемая модель. Не забываем и про середину, здесь также нужно закрепить. После установки подсоединяем к модулю водоснабжения и канализацию. Ну а сейчас будем собирать короб для канализационной трубы. Крепим первую направляющую. Здесь нет возможности установить штатные уголки, так как снизу проходят трубы. Креплю сквозь профиль дюбелями. В месте установки стиральной машины нагрузка будет в разы выше, поэтому здесь уже делаю усиленное сквозное крепление. Через профиль просверливаю стену, вставляю шпильки и с обеих сторон стягиваю гайками через пресс-шайбу. Теперь соединяю внешний профиль с направляющими. В месте установки стиральной машины также делаю усиленный каркас. Сборка каркаса производится путем скручивания уголка с профилем. Гениально просто и при этом надежно.
Одно удовольствие работать с таким материалом. На момент проведения данной работы, а было это в 2016 году, еще мало кто из мастеров знал, что такое ТЦ. Но с тех пор все изменилось. Сегодня, наверное, не осталось такого специалиста, который бы не смонтировал систему ТЦ-профиль. И знаете почему? Потому что поняли, насколько приятным бывает монтаж. Ну вот, собственно, каркас для канализации готов. Учитывая предполагаемые нагрузки, запас прочности каркаса превышает в десятки раз. Следующий шаг в сборке каркаса – это монтаж ревизионного люка под плитку. При установке люка в профиль есть небольшой нюанс. Ширина рамы люка почти в 2 раза больше, чем профиль, и штатные отверстия в раме не попадают на профиль. Как в этом случае закрепить люк? Нарезаем профиль по размерам люка и с обеих сторон сверлим отверстия. С одной стороны 10, а с другой 5 мм. Далее устанавливаем профиль в одну плоскость с рамой люка и крепим саморезами. То есть крепим не раму к профилю через штатное отверстие, как это обычно происходит, а наоборот, профиль к раме люка. Очевидно, что на монтаж уходит гораздо больше времени и трудозатрат. Было бы неплохо, если бы производители нашли общий язык и совместно решили эту проблему. Например, можно сделать в раме люка пазы для крепления уголком, как на инсталляции. Иными словами, интегрировать люк в систему ТЦ-профиль. Уверен, после этого работа ускорится в разы. Теперь монтирую горизонтальные профиля в каркасе короба. После расчетов устанавливаю их на такую высоту, чтобы целая плитка подошла к краю люка. Затем устанавливаю люк и соединяю профиля уголками. Понимаете принцип? Мне нужно было сделать столько лишних телодвижений, чтобы сейчас просто стянуть 4 уголка на профилях. Представляете, насколько проще было бы с пазами в раме люка? Скрутил и дело с концом. Надеюсь, вскоре это станет реальностью. После засверливаюсь саморезами снизу и сверху. На самом деле здесь достаточно 4 уголков, но я, как обычно, решил перестраховаться. Ну и завершающий этап – это юстировка дверцы люка. Регулировать можно в 3 плоскостях – вертикаль, горизонталь и глубина. Очень удобно в тех случаях, когда повело плитку. Кстати, чтобы люк не выкручивало, рекомендую использовать полимерный клей или SM полимерный герметик. После юстировки смазываю петли, и на этом все. Монтаж ревизионного люка завершен. Сразу же после установки люка навожу финальный штрих по вытяжке. Устанавливаю круглый отвод под вентилятор и креплю хомутом к каркасу. Вот так оно выглядит после установки люка. С первого взгляда кажется, что люк перекрыл несколько коллекторных вентилей. Но внутри ниши мы видим, что здесь также имеется вполне комфортный доступ. Ключом подлезть можно. При сборке подобных систем я всегда стараюсь уделять внимание не только надежности и эстетике, но и удобству в обслуживании. Именно поэтому узлы ввода я устанавливаю перед канализационным стояком в зоне обслуживания. Не где-то там сбоку или снизу, а непосредственно перед люком, чтобы в случае чего можно было быстро и беспрепятственно произвести профилактические работы. А для этого, как я уже говорил, нужно учесть самый важный нюанс – переварка стояков, а точнее врезок на водоразбор, их высота расположения, угол и так далее. Делать это необходимо на этапе проектирования и только после сборки узла ввода, когда известны размеры. И не было бы печали, если бы заказчик не занимался этим самостоятельно. В последнее время все чаще слышу: стены подняли, оштукатурили, стояки переварили. Ждем вас.
Нет, уважаемые. Только мастер, который осуществляет монтаж водоснабжения, может точно сказать, как это необходимо сделать. Во всех остальных случаях вы просто выбрасываете деньги на ветер. Теперь переходим в гостевой санузел и готовим мощное крепление для силового профиля ТЦ. Для бетонной стены достаточно качественного нейлонового дюбеля. Они, кстати, идут в комплекте с профилями. Для пола и газоблочных стен использую химанкер. Набор действий стандартный. Сверлим отверстие, обеспыливаем, заполняем химическим составом и вставляем шпильку. Далее крепим направляющие профиля. Для построения геометрии использую лазерный дальномер и отвес. Рулеткой контролирую параллели, а по отвесу вывожу вертикаль. После установки профилей насверливаем отверстия для дополнительного крепления. Затем убираю профиль, устанавливаю дюбеля и уже окончательно притягиваю профиль. Что ж, периметр завязан. После монтажа перепроверяю параллели стен. Теперь устанавливаем застенный модуль для унитаза. При установке нужно выдержать не только горизонталь, но и одинаковую высоту от пола. Для этого навожу лазерный луч на отметку инсталляции основного санузла и подвожу к нему отметку второй инсталляции. После установки подключаем застенный модуль к системе водоснабжения и канализации. Затем соединяем раму модуля с каркасом. Параллельно устанавливаю направляющие по периметру короба. Позже зашьем каким-нибудь листовым материалом, и будет полочка. Собственно, таких полочек здесь будет несколько. Сборка профиля производится всего одним инструментом – 3-мм шестигранником. Процесс сборки можно ускорить, если установить шестигранник на шуруповерт, но только при условии, что на нем регулируется скорость и крутящий момент. Иначе сорвется шлиц винта, и потом не докрутить, не выкрутить, только резать уголок. А сейчас подробнее покажу, как происходит сборка профиля. Имеем вот такой соединительный уголок. Он состоит из двух элементов, которые соединены между собой винтом через пружину. Все, что нужно сделать, это установить уголок в пазы профиля и затянуть винт. Сразу же после соединения изделие готово к нагрузкам. Мощным нагрузкам. Уголок по профилю не скользит, держит мертво. Смонтировал уже с десяток объектов, проверено. Теперь формируем проем для ревизии. В качестве ревизионного люка будем использовать МДФ-дверцу в цвет плитки. Заказчик планирует использовать короб для хранения бытовой химии и прочих расходников, и по этой причине отказался от скрытого люка. Собственно, на этом работа с системой ТЦ-профиль практически завершена. Осталось проверить функционал инсталляции. Перед тем, как запустить систему, делаю промывку. После монтажа могли остаться какие-то механические частицы, тот же лен с резьбы. В общем, промыли и теперь наполняем бак водой. Смотрим, проверяем на герметичность. Убедившись в отсутствии протечек, сливаем воду и оставляем уже под облицовку. Потом зашьем аквапанелью, облицуем плиткой и будет красота.
Вся внутрянка останется в коробе, а снаружи будет только шикарная клавиша смыва, ну и чаша унитаза, разумеется. Не стоит беспокоиться о том, что не будет доступа к бачку. Он и не нужен. Бачок полностью литой, сам по себе потечь не может, а доступ к арматуре осуществляется через клавишу смыва. В нужный момент просто снимаем и делаем профилактические работы. Что ж, построение коробов в санузлах завершено. Далее у нас по плану облицовка коробов, гидроизоляция пола, установка акриловой ванны и много всего интересного. Но начнем мы именно с облицовки коробов. Снимаем размеры и переносим на цементную плиту. Стоит признать, работать с аквапанелью непросто. Это не гипсокартон, который ножичком чикнул и отломал. Цемент гораздо плотнее гипса, потому и не режется ножом. Нет, можно, конечно, отрезать, но ломаться панель будет криво, да и нож постоянно тупится. Лучше всего использовать отрезную систему с регулировкой глубины реза. В моем случае это Festool DSC AG125 с применением направляющей шины. Чтобы не повредить стяжку, под плиту кидаю лист арголита. Опять же, глубину реза выставляю так, чтобы диск полностью прорезал панель, при этом едва касался арголита. Вряд ли обычной болгаркой так получится сделать. Почему я на этом объекте использую аквапанель? Потому что стояла задача сделать максимально надежно. Аквапанель прочнее гипсокартона и тяжелее. Увы. Да, это создает определенные неудобства в работе, но все решаемо. На фоне преимуществ материала можно закрыть на это глаза. Аквапанель – это, пожалуй, единственный листовой материал, который не боится влаги. Также этот материал можно штукатурить, что частенько приходится делать, и данный объект не исключение. Изготовление отверстий в цементной плите также отдельная история. В данном случае использую старый лобзик с алмазной пилкой, но, как показала практика, лучше алмазной коронки нет ничего. Итак, первый листик готов. Несем на место, смотрим, что получилось. Так. Здесь все четко с первого раза, без доработок. Теперь готовим лист для второй половины короба. Готово. Можно зашивать. Для крепления цементной плиты использую саморезы повышенной коррозийной стойкости со сверлом. Вторым заходом зашиваем середину короба по обе стороны люка. Стыки прохожу полиуретановым герметиком. Далее зашиваем верхнюю часть короба. Все, с техническим шкафом закончили. Материал достаточно прочный, и я думаю, одного слоя будет вполне. Теперь нарезаем плиты для канализационного короба. Удобнее было бы, конечно, расположиться на столе, но плита довольно тяжелая, одному особо не разгуляться. Самый оптимальный вариант в моем случае – это пол.
После нарезки укладываю лист и делаю разметки под саморез. Размечаю, потому что сверху пойдет второй слой, и при завинчивании не хотелось бы наткнуться на саморез снизу. Шаг самореза сделал чаще, около 10 сантиметров. Так будет надежнее. Шьем сначала вверх. Теперь зашиваем боковую часть. Пошел второй слой. Зачем он здесь? Затем, что обе ножки стиральной машинки выходят как раз на короб. Дело вовсе не в шумоизоляции. В этом нет необходимости, так как сама труба обладает этими свойствами. За счет чего происходит поглощение шума? За счет большой плотности и специальной молекулярной структуры астоплан, из которого изготовлена труба Вавинаста, ну и плюс армировка минеральным наполнителем. Астоплан способен поглощать как воздушный, так и структурный шум. Этот материал очень близок по характеристикам к чугуну, только в разы легче и удобнее в монтаже. А на сегодняшний день существует уже более продвинутая система. АС+ считается самой тихой в мире. Уже успел поработать с новинкой и могу смело сказать, что аналогов этому материалу нет. Уж слишком сильно немцы заморочились. Не могу не рассказать об этом. Как эстет, в первую очередь, я обратил внимание на визуальное оформление материала. Пожалуй, самая красивая труба, которую я когда-либо видел. Встречаем по одежке, но тут же переходим к техническому выполнению. На уплотнительном кольце предусмотрено напыление, что позволяет производить монтаж без смазки. 110-ю трубу, конечно, сложновато будет собрать, но 50-ю, как видите, без проблем. Соединение труб также становится проще благодаря волнообразному срезу на краю трубы. Мелочь, но она реально работает. Стоит отметить, что ни у одного другого производителя ничего подобного нет. Отводы АС+ имеют символы, которые позволяют контролировать угол поворота или наклона трубы при монтаже. Очень удобно. Заценил. Оребрение и матовость на поверхности материала исключают скольжение во время монтажа. Толщина стенки 50-й трубы составляет 3 мм. Если сравнивать с Раупиано Плюс, то увидим, что толщина стенки на 1 мм тоньше, чем у АС+. У 110-й и вовсе 5,5 мм, что повышает устойчивость к стиранию и поглощению шума. Основное поглощение, конечно же, достигается за счет специальных компонентов Астоплан. На прямых трубах мы уже видим ровный срез, и это легко объясняется. Труба в 98% из 100 отрезается на нужную нам длину, поэтому волнообразное завершение теряет смысл. Собственно, это основные 7 пунктов, которые я для себя выделил. И вот, казалось бы, такие мелочи, но в совокупности они выводят материал на совершенно новый, премиальный уровень. Ладно, вернемся к делу. Извините за отступление, но я хотел, чтобы вы об этом знали. Система действительно заслуживает внимания. Закончив с канализационным коробом, переходим в гостевой санузел. Здесь выполняем уже отработанные действия. Нарезаем, подгоняем, зашиваем. После построения коробов наводим финальные штрихи. Дело в том, что при сборке каркаса так или иначе допускаются какие-то огрехи. Где-то профиль повело, где-то крепежный элемент снивелировал. Нет, вертикали абсолютно в нолях, и это нам показывает уровень, а вот середина немного гуляет. В любом случае, это не штукатурка, которую по маякам ровненько стянул, и красота. И та усадку дает. К чему я вам сейчас все это рассказываю? А к тому, что для плитки любой миллиметр важен. Известно, что разная толщина клея при высыхании ведет себя по-разному и приводит к смещению плоскости плитки. Что делать? Как исправить? А решается эта маленькая неприятность следующим образом. Первым делом грунтую основание.
После полного высыхания грунтовки затворяю раствор и протягиваю правилом. Вертикали-то у нас в нолях, верно? Нужно всего лишь прогиб убрать. Главное, чтобы длина правила соответствовала ширине короба, то есть края правила должны проходить по двум вертикальным направляющим, которые под аквапанелью. Они в нашем случае служат неким маяком. Для выравнивания использую литоплан Rapid. Вы, наверное, уже заметили, что я часто применяю этот материал в своих проектах. Да, на самом деле уникальная смесь. Есть, конечно, нюансы. Например, мне хотелось бы чуть мельче зерно, и чтобы смесь немного эластичнее была. И вы знаете, я пытался найти аналоги. Тестил вот на семинаре похожую смесь у Ардекса, но практически по всем параметрам она уступает Рапиду, за исключением фракции. Там она реально мельче, но не прочнее Рапида. Короче говоря, для себя в очередной раз убедился, что лучше пока ничего нет. По крайней мере, я не видел. Посмотрим, что получилось. Все шикарно. Теперь плоскость в идеале. В общем, с этим коробом закончили. Основание готово под укладку плитки. А сейчас точно так же делаем выправку короба в основном санузле. По завершению проверяем плоскость. Здесь также все в идеале. Теперь займусь построением подиума для стиральной машины. Сначала грунтую основание. Затем грунтую газоблок, а после его высыхания произвожу кладку. Почему газоблок? Потому что быстро и удобно. 3 ряда 100-мм газоблока и тонг D600. Прочности хватит более чем. Кирпич или бетон создаст лишнюю нагрузку на перекрытие, а она в этой половине санузла и так большая. Газоблок укладываю на высокоадгезивную и быстро твердеющую смесь. Примыкание со стенами разграничиваю демпферной лентой. Она компенсирует возможные вибрации от стиральной машины и снизит распространение шума, а также возможное появление трещин на стенах. Готово. Зачем здесь подиум? Очевидно, что из-за короба стиралка сюда не встанет, а если вывести в один уровень с коробом, то все будет окей. Спустя 2 часа устанавливаю маяки и выравниваю основание. Кладочный слой минимальный, смесь быстро твердеющая, вероятность усадки сведена к 0, поэтому смело берусь за выправку. На таких непростых объектах теряется много времени. Некогда сутками ждать созревания ЦПС. Здесь важна каждая минута, и быстро твердеющий Rapid в самый раз. По ходу дела решил еще и короб выправить, чтобы уже вся плоскость была в идеале. Потом плитка легче пойдет. В принципе, основание уже практически готово под облицовку, за исключением гидроизоляции на полу. Поэтому незамедлительно переходим к ее нанесению. Перед нанесением гидроизоляции обильно грунтую основание. Для этого использую грунтовку Litocol Primer C. Как показывает практика, лучше применять комплекс материалов одного производителя. Таким образом и технология соблюдается, и гарантия производителя не слетает. Знаете, как быстро причины находятся? То грунтовку не ту использовали, то клей не наш, то еще что-то. А тут уже никаких аргументов. Делаем, как написано в инструкции. Переходим к гидроизоляции. Перед нанесением изоляцию обязательно перемешиваем. Можно механическим способом, а можно дрелью, но только на низких оборотах.
После полной полимеризации грунтовки коротким велюровым валиком наношу первый слой. Если помните, под стяжкой уже есть 3 слоя цементной изоляции. Зачем еще? Это перестраховка, так сказать, чтобы наверняка. Обмазочная изоляция перекроет возможные микротрещины в стяжке и внутренних углах. Я не раз говорил, что не приемлю латексные и акриловые изоляции из-за плохого сцепления с гипсовым основанием. Почему тогда использую ее здесь? Во-первых, потому что основание цементное. В инструкции, кстати, упоминается об литоплане, а он здесь нанесен в качестве финишного контактного слоя, поэтому адгезия должна быть хорошей. Во-вторых, гидроизоляция Аквамастер не требует дополнительного усиления стеклосеткой и гидроизоляционных лент для герметизации углов. И это ее главная фишка. То есть плоскость после нанесения изоляции остается прежней. Кто работал, тот в курсе, что после угловой ленты плоскость смещается примерно на 1,5 мм, а это определенно усложняет укладку плитки при толщине клея 2 мм. Опять же, рекомендации актуальны при условии стабильности оснований. Если речь идет о примыканиях разных материалов с вероятностью подвижки, то в такие углы лучше проложить гидроизоляционную ленту. Примерно через 2 часа наношу второй слой. Гидроизоляцию решил нанести перед укладкой нагревательных матов для теплого пола. Согласно рекомендации производителя, между нанесением второго и третьего слоя должно пройти около 2 часов при температуре плюс 23 градуса. У нас в помещении температура в норме. Осталось только придумать, чем занять себя эти 2 часа. Спустя 2 часа наносим финальный 3-й слой. Нужна гидроизоляция в ванной комнате или нет – спорный момент. Если полы в одном уровне по всей квартире, то вопрос гидроизоляции теряет смысл. Если авария случится не у вас, а у соседей сверху, то поверьте, никакая ни гидроизоляция, ни ограничительный порог в ванной не спасет, ведь вода может пойти откуда угодно, хоть из кухни, хоть из детской, из потолка, а далее вниз по этажам. Единственное потенциально опасное место – это гибкая подводка, но там будет установлен датчик протечки. Вот где реально нужна гидроизоляция, так это в открытых душевых с поддоном строительного исполнения. Это потенциально опасная зона во всей квартире, и здесь, как ни в каком другом месте, нужна надежная защита и качественное исполнение работ. В нашем случае производится официальная перепланировка с пакетом документов, где четко прописаны условия управляющей компании, одним из которых является гидроизоляция мокрой зоны. Поэтому все вопросы откидываем и делаем гидроизоляцию в лучшем виде. 3 слоя под стяжкой и 3 слоя на ней. После полного высыхания гидроизоляции перетягиваю поверхность тонким слоем рапида. Он защитит гидроизоляцию от механических повреждений во время дальнейших работ. Что ж, с гидроизоляцией и технологией ее нанесения разобрались. Двигаемся дальше. Следующий шаг в наших работах – это установка ванны. Ванна акриловая, а этот материал отличается от чугуна не только физическими свойствами, но и технологией монтажа. Очень много было писем и комментариев с просьбой показать, как это делается. Что ж, дождались. Сейчас я вам не только покажу, но и расскажу. Итак, начинаю с шумоизоляции ванны. Зачем она нужна? В отличие от чугуна, акрил шумит и не держит тепло. Это доставляет определенные неудобства во время водных процедур. Решаются подобные неудобства автомобильной шумоизоляцией. Наносится материал довольно легко. Нужно только заранее нарезать листы по форме ванны. Далее разогреваем феном и обклеиваем изделие. Для лучшего контакта закатываю маленьким металлическим валиком, повторяя изгибы ванны.
Виброизоляционные битумные листы снижают амплитуду колебаний и поглощают шум, а фольгированная оболочка на них удерживает тепло. То есть одним материалом решается сразу две задачи. Разумеется, если стоит цель добиться максимального сохранения температуры, то понадобятся другие теплоизоляционные материалы, но для текущих потребностей будет и этого достаточно. Шумку клею на все участки, в том числе и бортики ванны. Без изоляции остается только место установки сифона и перелива. Сам по себе акрил не располагает к хорошей адгезии. Обязательно нужно прогревать и тщательно вкатывать каждый сантиметр, иначе при тепловом удлинении акрила шумоизоляция отойдет. Чтобы снизить вероятность теплопотерь, стыки проклеиваю алюминиевой лентой. Готово. Возни, как видите, немало. Легче добавить и купить из искусственного камня, нежели вот так изгаляться. Материал купи, мастеру заплати, то на то и выйдет. Не знаю, почему заказчик акрил выбрал. Наверное, по дизайну не смогли аналогов подобрать. По завершению шумоизоляционных работ готовим основание для установки каркаса. В месте примыкания дополнительно прогреваю и уплотняю изоляцию, дабы избежать просадки ванны. Теперь устанавливаем каркас и регулируем опоры. Перед установкой ванны грунтую стены. Пыльных работ в санузле уже не предвидится, так что можно уже готовить стены под плитку. Для чего грунтовка? Грунтовка глубокого проникновения укрепляет верхний слой основания, связывает пыль, выравнивает водопоглощение, улучшает сцепление с основанием, препятствует коррозии, а также химической реакции цемента и гипса. Возвращаемся к монтажу ванны. Перед ее установкой изготавливаем направляющие, которые будут крепиться под бортики ванны. Для этого использую алюминиевый профиль 20 на 50 мм. После нарезки делаем отверстия в профиле, затем переносим их на стену и засверливаемся. Далее клеим демпферную ленту и крепим профиль к стене. При установке профиля обязательно соблюдаем уровень. Это основа для ванны. Скоро все поймете. Профиль между собой связываю перфорированным уголком и саморезами. Такая конструкция будет вспомогательной опорой. Основной опорой является сварной каркас под ванной. А сейчас прокладываю канализационную трубу для ванны с уклоном 30 мм на метр погонный. Еще один очень важный момент. Диаметр трубы для ванной должен быть не менее 50 мм. Еще раз повторяю, не 40, а 50 мм. Далее готовим к установке ванну. Удаляю с торцов пленку и обезжириваю этиловым спиртом. Периметр по месту будем силиконить. Поверх профиля также проклеиваю демпфер. Демпферная лента в данном случае работает не только для компенсации линейных удлинений материала, но еще и как звукоизоляция. Она исключает контакт жестких материалов, которые являются хорошим проводником звука. Проще говоря, задача демпфера — гасить вибрации ванны и снизить распространение шума в ванной комнате. Теперь устанавливаем ванну. Как и говорил, технология установки акриловой ванны существенно отличается от чугунной. Линейное удлинение акрила гораздо выше, поэтому вмуровывать в стену нельзя. Ванну, конечно, не порвет, но повести может. Также растрескается примыкание ванны и плитки, куда будет попадать вода и медленно разрушать основание. Что для этого нужно сделать? Все просто. Оставить компенсационный зазор между стеной и ванной по всему периметру. Я делаю ровно 4 мм, но не потому, что мне так этого захотелось. У ванной, как видите, имеется скругленный край, и если сделать зазор больше,
то край плитки попадет на радиус, и получится некорректное сопряжение плитки с ванной. В этом месте постоянно будет стоять вода. Этот момент я предусмотрел заранее, еще на этапе построения стен. Замерял толщину плитки и клея под ней, радиус изгиба ванны, сложил вместе и с учетом этих размеров оштукатурил стену. В итоге зазор получился ровно 4 мм. Потом я его заполню герметиком, а плитка ляжет на ровный край ванны. При установке ванну заведомо поднял, чтобы не сорвать демпферную ленту. Теперь, когда уже ванна на месте, регулировочными болтами опускаю на направляющий профиль. Направляющий заранее выставил так, чтобы верх ванны встал четко в нужную мне высоту с точностью до 1 мм. От пола и до верха ванны должна прийти целая плитка, без единой подрезки. Над ванной также должна быть целая плитка с сохранением одинакового плиточного шва по всему периметру. Для этого я уложил напольную плитку в сухую с имитацией толщины плиточного клея под ней. Затем снимаю размеры настенной плитки с учетом межплиточных швов и, отталкиваясь от напольной плитки, переношу размеры на стену. Крайняя точка на стене – это высота ванны, и расстояние от борта ванны до лазерного луча должно быть таким, как вы сейчас видите. Проверим. Замеряю только углы. Нет смысла это делать в середине ванны, так как плоскость все равно отсутствует и даже больше, чем у чугуна. Позже покажу. Теперь устанавливаем обвязку для ванны и подключаем к канализации. Объем ванны не маленький, и для нормального слива понадобится сифон с хорошей пропускной способностью. В процессе монтажа столкнулся с маленькой неприятностью. В связи с нестандартной высотой ванны мне не хватило буквально нескольких сантиметров, чтобы соединить патрубок перелива. Здесь реально ванна высокая. В общем, что делаем? Покупаем удлиненное 32-е колено. Получилось еще и с более плавным углом найти. Отмеряем необходимую длину и отрезаем. Далее соединяем сифон с переливом. Вот и все. Делов на 5 минут. Пришлось только немного доставку подождать. От сифона до трубы удалось сделать добротный такой уклон. Здесь он особенно необходим. Далее на большом участке уже положенные снипом 30 мм на 1 метр погонной. Интереса ради я решил провести небольшой тест и проверить слив ванны. Подключаем гибкий шланг к одному из потребителей и наполняем ванну до самого верха. Первым делом проверяем перелив. Теперь посмотрим, как быстро уйдет вода из ванны. Производитель заявляет 92 литра в секунду. Объем ванны 310 литров, по крайней мере так указано в техническом описании. Открываем полностью донный клапан и засекаем время. 6 минут и 20 секунд. Столько времени понадобилось для полного слива 310 литров воды. Как проверить, соответствует ли описание действительности? Да элементарно. Делаем сводку. 0,92 литра в секунду умножаем на 1 минуту и получаем 55,2 литра в минуту. Теперь умножаем это на 6 минут 20 секунд и получаем 342 литра, а у нас за это время слилось 310 литров. Практически как и заявлено, 30 литров разница. Это может быть связано с высотой подпора воды. Чем меньше воды в ванной становится, тем медленнее она уходит. А может, воды в ванну больше набрал? Я точно не замерял. Но в целом результат соответствует заявленным показателям и полностью удовлетворяет потребности простого обывателя. Протечек под ванной также не было выявлено. Все соединения герметичны.
странно, но установку ручки для ванны производитель предусматривает без уплотнителей. Если набрать больше воды или плескаться активно, вода обязательно найдет отверстие. Так как ванна замуровывается, то и доступа сюда не будет, а значит устранить влагу не получится. Она будет испаряться, тем самым создавать влажный микроклимат, идеальную среду для размножения плесени. В общем, буду герметизировать сам, ну а что делать? Производителю не до резинок там всяких. Первым делом обезжириваю места соединения. Далее наношу герметик на каждую деталь и собираю на свое место. Излишки герметика удаляю этиловым спиртом. Другие средства не тестил, но подозреваю, что более агрессивные вещества, к примеру, тот же ацетон, может навредить поверхности. Готово. Посмотрим, что получилось. Все отлично. Теперь можно силиконить примыкание ванны со стеной. Для герметизации использую МС-полимерный клей-герметик быстрого схватывания. Не подвержен заплесневению, а после отвердевания сохраняет эластичность. Силикон загоняю до самого основания, как можно плотнее. Зазор 4 мм позволяет это сделать. На выходе я получаю максимально надежное соединение разных материалов, при этом оно остается эластичным и в то же время герметичным. По завершению герметизации обработанную зону протираю спиртом. Хуже всего работать с белым герметиком по белому основанию. Пока чисто разводов не видно, и лишь спустя какое-то время, когда сядет пыль или даже достаточно протянуть влажной тряпкой, как все эти разводы проявляются. Поэтому сейчас, пока еще свежие, аккуратненько удаляем излишки. Завершающим этапом станет изготовление экрана для ванны. Ни руспанели, ни гипсокартон, ни какие-либо другие каркасные конструкции для построения экранов я не рассматриваю. Они ненадежные. Если коленкой не выдавишь, то обязательно треснет, так как по центру ванны нет нормальной опоры, которая придала бы жесткость и устойчивость конструкции. Я люблю все капитальное, поэтому использую газоблок. Еще лучше было бы из керамического кирпича, но не в этот раз. Ранее я рассказывал, почему здесь применяется газоблок. Свое предпочтение отдаю итонгу. Причина проста. Немецкая скрупулезность и контроль качества. Более 90% используемых мною материалов или инструментов – это Германия или Италия. Я думаю, и объяснять ничего не нужно. Любой нормальный человек знает, что немецкая продукция – это в первую очередь надежно и технологично. Итальянцы уже больше внимания эстетике уделяют. В этом месте газоблок пришлось немножко подрезать. Каркас слишком далеко выступает и не позволял выйти в нужный размер. Здесь формирую проем для ревизионного люка. Место не самое удачное в плане открывания, но здесь установлена обвязка для ванны, и к ней нужен доступ. На внешнем углу остается слишком мало места для перевязки блоков, поэтому я использую перфоленту. К стенам привязываюсь жестко. Да, здесь жесткое соединение без демпфера. Его я делаю только на примыкании с ванной. Мороки, конечно, с этим подванником из-за его конфигурации. Нестандартные углы, запилы, проемы. К тому же нужно четко повторить геометрию ванны с отступом на 100 мм от внешнего борта. Вот этому участку уделяю особое внимание. К торцу перегородки будет крепиться ревизионный люк, и при каждом открытии он будет создавать нагрузку на газоблок. Следовательно, мне нужно соединить его как можно надежнее со стеной. Перед кладкой последнего ряда торец ванны проклеиваю демпферной полимерной лентой.
демпфер отсечет вибрации и обеспечит необходимую звукоизоляцию. Что ж, кладка газоблока завершена. Как видите, газоблок доведен до определенного уровня. Он обозначен лазерным лучом. Далее пойдет штукатурка, а затем плитка, и она должна выйти в уровень с ванной. Опять же, нужно все рассчитывать заранее. На следующий день выставляем закладные для маяков. Затем грунтуем экран. После полного высыхания грунтовки выставляем маяки и штукатурим. Основную поверхность подванника вывожу в плоскость с торцом перегородки. Особое внимание уделяю верхней части экрана. Здесь плитка должна встать за подлицо с ванной, а для этого нужно учесть каждый миллиметр. Собственно, как и везде. Абсолютно в любом виде работ на каждом этапе важны миллиметры. Вся ванная комната – это сплошные замеры, вычисления и сведения плоскостей. На самом деле подобное изделие сложно назвать экраном. Этой конструкцией нужно было создать эффект вмурованной ванны, поэтому я бы скорее назвал это нишей. Если бы позволяло место, то сделал бы такой бортик по всему периметру ванны. Но, как видите, лишних сантиметров нет. В принципе, так тоже должно неплохо получиться. К концу ремонта вы сами сможете оценить. Штукатурку от ванны также отсекают демпфером, и примыкание плитки будет через силикон. Никакого жесткого контакта с акрилом быть не должно. Для того, чтобы плитка четко встала в один уровень с ванной, должно быть соответствующее основание. Никаких лишних слоев клея под плиткой. 2-3 мм максимум. Все, что более, непременно приведет к усадке и смещению плоскости плитки. Про параллели стен также не забываем. Помните, напольная плитка покажет, насколько хорошо соблюдена геометрия стен. Здесь также было выдержано одинаковое расстояние. Еще плитка ляжет и как раз будет 100 мм, как и планировалось. По завершению штукатурных работ устанавливаю ревизионный люк. Он обеспечит доступ для обслуживания обвязки ванны. Под ванной всегда устанавливаю люки со сдвижной дверкой. Это удобно и можно делать примыкание с полом. В отличие от распашных, не задевает пол, даже если есть отклонение от горизонтали. Это был последний штрих в установке и обустройстве ванны. Далее переходим к монтажу теплых полов. Начинаю с разметки пола. Вот прям карандашом по полу рисую, так, как они должны быть уложены, вернее, как я хотел бы уложить. Площадь нашего помещения имеет сложную конфигурацию. Стандартные маты не подойдут, так как нужно обходить сантехнику и повторять геометрию помещения. Для этого лучше всего подходит кабель на катушке. Несколько лет назад я сам отделял кабель от сетки. Это неудобно, путаешься в проводах, да и время отнимает. В этот раз кабель буду фиксировать термоклеем. На каждом объекте экспериментирую, ищу лучший для себя вариант и не факт, что остановлюсь на этом. Монтажную ленту не люблю, так как она фиксирует провод лишь в нескольких местах. В связи с этим оттопыривается кабель, и чтобы его перекрыть, приходится увеличивать слой раствора. К тому же здесь уже сделана гидроизоляция, а в стяжке проложены трубы водоснабжения, поэтому сверлить пол точно не стоит. Перед монтажом нужно знать точное расположение кабеля, где начинается и где заканчивается. При этом он должен быть грамотно распределен по полу для равномерного обогрева. Это важно. Для этого мне пришлось несколько раз разложить его по факту всухую и корректировать за счет шага кабеля, не нарушая рекомендаций производителя. Местами убирал из незначительных зон, на которые не ступает нога.
В моем случае оптимальный шаг получился 70 мм между кабелями и 50 от стен. Все в пределах технической регламентации. Хочу отметить, что данный кабель не предназначен для укладки в стяжку. Мощность 3,5 мм кабеля рассчитана на небольшой слой клея и плитки на нем. Соответственно, никаких фольгированных подложек снизу быть не должно. Категорически. У стяжки не будет адгезии с основанием, и при такой толщине она просто рассыплется. После укладки кабелей к месту установки терморегулятора был подведен установочный провод. Помимо прозвонки, я всегда проверяю работоспособность кабеля кратковременным подключением к сети, то есть фактическую работу. Минуты на 3 примерно, пока не нагреется провод. Мне так спокойнее будет. В любой непонятной ситуации его можно заменить, а вот когда уже сделаем стяжку и уложим плитку, про теплый пол можно будет забыть. Ну или демонтаж с восстановлением за свой счет. В общем, дело очень ответственное, и лишняя перестраховка не помешает. Согласно техничке, для теплых полов также был предусмотрен заземляющий провод и выведен в коробку уравнивания потенциалов, где объединены все металлические части и электроприборы. После подключения пирометром проверяем температуру. Удостоверившись в дееспособности теплых полов, можем хоронить их в растворе. Чтобы минимизировать слой стяжки, маяки устанавливаю между кабелями. На самом деле это сложно назвать стяжкой, скорее выправка пола. В общей сложности толщина раствора составляет 7 мм, 3 из которых над уровнем кабеля. Производитель рекомендует 5-8 мм, но не более 10 мм. Все, что больше, уже плохо влияет на обогрев. По большому счету, плитку можно укладывать сразу на кабель. И знаете, я раньше так и делал. Но в один прекрасный момент понял, что это не самый лучший вариант. Почему? Ну вот, к примеру. Разбили плитку на полу, и ее нужно заменить. Как демонтировать плитку, чтобы не повредить кабель? Да никак. А еще под плиткой остаются воздушные карманы, которые препятствуют обогреву пола. Собственно, эти два момента и послужили причиной заливки стяжки поверх матов. И чем прочнее будет стяжка, тем больше шансов, что при замене плитки кабель останется целым. Стяжку лил рапидом, но не только потому, что прочный, а еще и потому, что быстро твердеющий. Уже спустя полчаса можно продолжить работы. Собственно, на этом подготовительные работы заканчиваются, и начинается самое интересное. Не зря говорят: плиточник – элита ремонта. И в следующей серии я вам это докажу.